Добрый день, друзья! Недавно я делилась с вами моей покупкой. У меня появился дегидратор Оберхоф Фрухтрокен B53. Я делала полный обзор, показывала, как сушу овощи, грибы, зелень, делаю домашние приправы, фруктовые чипсы. Этот дегидратор практически бесшумный, мощность 800 Вт. Ссылку на полный обзор я оставлю в описании к видео. А сейчас мы переходим к приготовлению пастилы. Это самое любимое лакомство моего сына. Он любит пастилу абсолютно любую. Я экспериментирую, миксую некоторые фрукты и получаю совершенно новые вкусы пастилы. Сегодня расскажу, как я делаю сливовую пастилу, клубничную и клубнично-банановую. Итак, берем 1 кг зрелых сочных слив, моем их и удаляем косточки. Измельчаем либо в блендере, либо пропускаем через мясорубку. Переливаем полученную массу в кастрюлю. Ставим кастрюлю на плиту, доводим до кипения и, помешивая, провариваем сливовую массу буквально 1 минуту. Чтобы пастила была не кислая, я добавляю мед, поэтому массу снимаю с плиты и остужаю до теплого состояния. На 1 кг сырых слив добавляем 6 столовых ложек меда. К тому же пастила из слив без сахара или меда может получиться жестковатой. В комплекте с дегидратором идет 3 листа для пастилы. Они имеют бортики, не позволяющие жидким продуктам пролиться. Поверхность поддонов под действием сушки не прогибается и не деформируется. Смазываем листы подсолнечным маслом, чтобы готовую пастилу легче было снимать. Разливаем сливовую массу по поддонам и ставим в дегидратор. Стараемся распределять массу по поддонам равномерно. Пастилу из слив сушим при температуре 55-60 градусов от 12 до 25 часов. Время сушки напрямую зависит от толщины вашей пастилы. Я сушила при температуре 60 градусов ровно 12 часов. Пока сушится сливовая пастила, давайте приготовим массу для клубничной и клубнично-банановой пастилы. Нам нужны, соответственно, бананы и клубника. Бананы разрезаем на небольшие кусочки и доводим до состояния пюре с помощью погружного блендера. Клубнику пересыпаем в кастрюлю или большую миску для удобства и перебиваем также блендером. Вкус пастилы напрямую зависит от выбранных вами фруктов и ягод, поэтому выбирайте их самые спелые и самые сладкие. На решетчатый лист кладем поддон для пастилы, смазываем его растительным маслом и разливаем подготовленное ягодное пюре. Некоторые листы у меня будут только клубничные. Другие я делаю с вот таким узором из бананового пюре. А еще один вид пастилы у меня будет из смеси клубничного и бананового пюре. Какие же фруктово-ягодные ароматы летают по кухне, когда делаешь пастилу? Ну а цвет пастилы зависит от цвета используемых ягод. Для сравнения, справа от вас у меня чисто клубника, а слева клубника-банан. И оба цвета шикарные. Да, для клубнично-банановой пастилы пюре я не варю. Итак, вставляем листы в дегидратор, устанавливаем температуру 55 градусов и сушим пастилу от 12 до 25 часов. Повторюсь, что время сушки зависит от толщины пастилы. Мне хватило и на клубнично-банановую также 12 часов. Вот так выглядит пастила из слив после 12 часов сушки. Она очень полезна, так как содержит витамины А, В, Е, клетчатку, железо, фосфор, кальций и органические кислоты. Готовую пастилу можно использовать в качестве самостоятельного лакомства или добавлять в лимонад и молочные коктейли, а также готовить из нее соусы для мясных блюд. Пастила с поддонов снимается очень легко. Аккуратно ножом поддеваем край пастилы и отклеиваем ее от пластикового поддона. Она эластичная,
тонкая, гнется во все стороны. Для меня это самый приятный момент – снимать пастилу с поддонов и скручивать в рулет. Также пастилу можно нарезать на небольшие квадраты и сложить в контейнер, а чтобы она не склеивалась между собой, слегка присыпать сахарной пудрой. Скрученную в рулеты пастилу храним в пакетах или обернув пищевой пленкой. Чтобы пастила дольше сохранилась, кладем ее в темное прохладное место, желательно в холодильник. А вот так выглядит клубничная пастила и клубнично-банановая. Также легко снимается с поддонов и скручивается в трубочки. Смотрите, как получается красиво! Это у меня пятнистая пастила с банановым узором, это клубника-банан, а это клубничная пастила. Такое лакомство не стыдно и подарить. Вкусно, полезно и натурально. Если понравилось видео, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал и готовьте вместе со мной. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».